То есть тут сырое яйцо, известь. Да. И говорят, что свежие. Не знаю, эксперимент. Это больше. Ну, крыша. Придумали? Наверное. И ничего не сделаешь, папа. Вы уже то и не касались. Всем здравствуйте. Мы приехали к теще, к тестю на дачу. У нас в ролике в последнее время начинается то там, то сям, то туда приехали, то сюда приехали. Потом где-то мы там появимся дома, на хуторе, наверное, но пока мы здесь. Чем будем заниматься? Оставайтесь на канале, смотрите. Привезла бабушке обруч. Посмотри на маму. Ника, покажись, какой у тебя обруч красивый. Боже, белорусочка ты наша с васильками. Да? Будешь такая красивая ходить? Смотри. Будешь снимать стримы для своих подписчиков в этом веночке, да? Да. Перец чили. Перец чили. Ну, показывайте. Как он? Вазочки, да? Да. А там внутри ваза. внутри, ничего Да, себе. для цветов. Цветы ставить. Ого. Цветы ставить. Ника, да, какая красота. Нормально? Угу. Очень красиво. Очень Бабушка, красиво. можно мне один? Видишь, сколько Это- вы времени потратили на один. Пару часов. Вот так вот, быстро вот это Да. вот сделать. Пару часов она плетет. Ну, часа Ничего два. себе. Молодец. Только немножко разные получились. Мгм. Ну, Вообще Пока незаметно. Я сама читаю. большую. Я сама умею читать. Нас в школе учили, а другую учили. Молодец. Так, теперь Опять напиши. 5. Как 5 пишешь? Большую. Говорили, надо. О, молодец. Я только другую. А картоху? А ту картоху съели. Бабушка специально посадила для тебя. Такая специальная морковка для деток. Смотри, Колобки выросли. Это она вся колобками? специально такую посадила детям. Ничего А есть себе. еще такая длинненькая, небольшая. Где тут побольше найти? Тут только... О, смотри. Класс. Это не морковь. Это Это морковка. морковка такая, детская. Это такая Это не детская. морковь. Для деток. Во. Смотри какая. Специально для вас. Колобки. Такую А вот видела? интересно почистить, какая она вкусная. Ну, я думаю, да. Пахнет так, вообще пахнет. Прям такой ярко выраженный запах морковки. Пойдем помоем и спробуем. Рассказывай, как морковка вам. Вкусная. Она такого же вкуса, как простая морковка, или другой вкус? Ну, другой вкус. Слаще или не такая сладкая? Слаще. Дашь попробовать? Очень вкусно. Она слаще простой морковки, правда? Да. Она прям такая ярко выраженный вкус морковки. Бывает морковка такая безвкусная. А это сладенькая, вкусная, ароматная. Прикольно для детей, да? Интересно. Это ж я ее посадила уже когда? Поздно, ну. Поздно. Ну так она Да, вот там выросла уже большая. Вкусно. В итоге я тоже сажала. Давай тут тебе в маленький. горшок пересадим, заберешь. Нет.
Но Зачем? бабушка, зачем вам? Смотри. Красится. О, а Я что же это дома такое? могу себе посадить. Да? А что это за перец Мы такой? себе можем дома на кухне Маленькие посадить. перчики. такие. Чили. Чили. Вот это Острые. вот. И Острый они такие перец. маленькие Да. будут? Да. Это такое на кухне можно посадить нам. Как декоративный. Забери. Зачем? И поставишь Я на посажу. кухню. А ты мне дашь, да? Надо у мамы взять еще чили, потому что нам нужно делать рецепт, вам показывать помидор. А чили у нас еще не созрел на хуторе, поэтому мама поделится. Что-то тут... О, сохнет. Можно я поесть? Она такая... Это спаржевая фасоль? Да, это спаржевая фасоль. Ничего себе. Перец, Вот она такая длинная, слышишь? Это ты свои перцы резала? Нет. Тут есть Уже какой-то можно стрелок. посрывать. Опять, видишь? Конечно. Уже не один раз. Во. Вот, Снова. это написали тоже много зрителей, это белокрылка. И в магазине сказали, что это белокрылка. И с мы ней сказали, бороться. тяжело бороться. Вот опять все. Во. Вот свежак какой-то. прям. Все, сегодня вечером будем снова кропить. Будешь ехать, возьми перчиков себе сорви, пока мы не покропили. Заходи. Вот здесь сколько у бабушки помидор. О, ничего себе тут. Да, они скоростные, как эти наши. Они самоурожайные. Они самоурожайные, но они для закатки, они не для еды. Вот там вот еще. Ага. Дальше. Вкуснее, Да чем... сколько тут банок надо? 15. Там большие. Вот это Олины, а вот это Тамарины. Вот возьми, будешь ехать себе. Вот. Да, это Олины. Такие классные. Да. Ну, это мы что вместе покупали. Вот это вот. Сколько еще? Это у тебя на хуторе такие же растут? Да. Ну, они у нас еще не покрасились. Ну все, один еще, им не хватит. С этой стороны жарко, Да, и не видишь лучше. с той Солнышко стороны не светит. такие. Блин, надо это. Тачки. Знаешь? А знаешь, что у меня еще? Какой-то не такое. Вот тот вот это дубиками. Рыжие, это вот они такие есть. Пока Яна с мамой будет заниматься закатками, мы будем с тестем продолжать заниматься в доме. Практически по всему дому мы положили пенопласт в прошлый раз. Вот осталась ванная и вот этот коридорчик. А где тут А в ванна? котельной будут продолжать заниматься водой, поэтому это будет немножко позже. Я помню, как-то дверь была. Да, была здесь дверь. Мне еще надо стрясти у меня Массаж. такие толстые стебли. Ну, какие кабаны. Что мне с ними делать? Смотри, какая теплица удобная, Николь между рядами ходит. Ну, так удобно, вы себе так сделали. У нас, Ника, ты так не походишь. Ну, у меня все засажено, у меня гуще. мне кажется. Да, гуще у тебя. Сено у мамы. А у Я бабушки гуще. тут камушки. Какая красота. Ну, как можно такие помидоры не любить? Это ж вот даже просто ими полюбоваться. Но не, для меня это самый вкусный помидор. Я сейчас его буду есть. Ничего себе, вот это гигант. Надо взвесить. Вот это гигант. Мой не гигант. Аккуратненько. О, будем взвешивать сейчас с бабушкой, правда? Даже интересно. Не урони. Кубок мира. Кубок мира. Как улитка, смотри. Это ее домик. Видишь? Вот это гигант. Ага. Вау. И такая. У родителей тоже, видишь? Вау. Нижние уже полностью поспели кисточки. Уже можно вот так же. Я так обожаю вот именно этот процесс. Правда? Чик. Вкусно. Красиво. Все, бери вот эту и ешь, Ника. Ой. Ой, божечки.
Ника, тихонько. Так давай я тебе помогу сегодня подстрижем помидоры. Ух. Красота. Твоя бабушка хозяйка. Будет где-то приедет. Тебя так нету? Как сказал тесть, плохо, когда мало помидоров. Но еще хуже, когда их много. Бабе завези. Теперь не другая проблема, что с ними делать, Бабе не да? надо, она наших набрала и не едят. Кто ж дед любит? Я не знаю, у нее в холодильнике Да. целая миска. Я же ей заносила. Так что делать вы будете с ними Ну что, Еще мама не сейчас ясно? запланировала лечь. до конца? Так. Запланировала закатать целыми. Ну, не знаю. Лечу. Я еще хотела аджику, но посмотрим, что сейчас. Сейчас что-нибудь будем помогать. Ты будешь там помогать по дому, мы будем тут помогать. Как-то так. Так хорошо. Сколько свои проблемы, как я сказал. То нету помидор проблема, то есть помидоры проблема. Нету дисбаланса. Все. У меня вот сейчас эта теплица. В той теплице так не было. Это в этой. В этой теплице лучше. Вот у них деревянная теплица и поликарбонатом прибитая. Ну, что-то мне как-то все грустно. Вот перцы, пожалуйста, белокрылка. Огурцы тоже слабовато. Да? Вот нашим огурцам на хуторе, вот на хуторе, вообще нравится. Вот в Они этом там, мини-парнике да, балдеют. они балдеют. Ну, фу, ничего не могу сказать, никаких болячек. Ну, вообще ничего. Выбираем целым кошом. Раздали уже всем, кому могли. Уже сейчас в следующий раз будем выбирать. Я буду делать снова бургер Шоны, потому что мы уже съели 2 банки. Потому что я делала детям пиццу. Тимур просто так кушал с гречкой. Надо делать, потому что будут есть. Пожалуйста. Вот Так это еще не продолжаешь. там еще Ну осталось. еще, да, еще можно было сорвать. Егор, Это мы себе забираем на семена. а можно это съесть? Подожди, эти возьмем на семена. Слушай, а там голубика есть, не хочешь? А у наде- тебя сахар есть? Сахар, конечно. Я хочу себе голубику с сахаром. Обязательно. Так Это сходи перец на вообще острый, нет? Да, да, если мне надо. Ели? Закатки. Не ели. Да. Ну, Конечно, Что оно острый. такое? Конечно, А острый. зачем это? Тут больше не помидоры сами, а эти ветки пахнут. Даже когда поливаешь, и то так. Это домашний помидор. Дать попробовать. Давай. В ассорти бы смотрелись эти помидоры. Небольшой черри. Правда? С этими вот грибами. этим. Да нет. Это вкусно. Ой, сразу еще 2, 4. Надо, чтобы они не расставились. Большой. Большой. Но мне надо маленький. Помощница бабушки. Помогает. О, туда внутрь. Он же такой Все, не Все, все целое. Молодец. Закрыла крышечку. Все. Сейчас сложили просто закатать, а теперь мама будет делать лечо. Она уже перец нарезала. Наша задача сейчас взвесить 3 килограмма помидор, потом мы их забьем,
общем, вот такая вот закаточка. Поможем. Помидор очень много, с них надо что-то делать. И Тимур оператор. Да, и Тимур у нас оператор, папа пошел там в доме, работает. Ну, а мы с бабушкой и с детьми делаем закатки. Да, и Тимур тоже нам помогает снимать. Ну и будем взвешивать данного представителя гиганта отдельно от всех. Вот. Ну и весит он 750 грамм. Почти 1 килограмм. Да, почти 1, правильно. 3 сахара. Больших ложек. Это на литровую банку. На Полтора. пол-литра 1 ложка. Мгм. На пол-литра. 1 столовая. 3 чайных ложки соли. Мгм. Чайных. То есть на пол-литра 1 чайная ложка. И 50 миллилитров уксуса. И заливаем кипятком. Заливаем кипятком. Ты только крышки стерилизовала, все. Банки ж мы не стерилизовали. Нет. Где? И все, закрутила плотно. Потрясла, чтобы все растворилось. Переворачиваем и укутываем. Все. Смотрите, по наполнению тут веточка базилика, зонтик укропа, чесночок, горчица наша самая любимая, перчик и все такое. Ваши любимые специи, можно так сказать. Кто-то ложит гвоздику, кто-то перец душистый, перец такой, в общем, по желанию. Ну, я раньше делала, заливала, сливала, а потом делала маринад, заливала и закатывала. Из помидоры мягкие. И попробовала просто залить кипятком и укутать. И помидоры тогда твердые. И они стоят. Да, Мгм. и они стоят. И теперь делаю только так. Я тоже так в этом году закатаю, как ты. Ничего я не заливаю, не сливаю. Я в прошлом году черики так, но до сих пор стоят они. Да. И они тогда тверденькие. Мгм. А так получается сильно мягкие. Так, одна получается. Ну так, вторая. А тут нам все равно резать надо будет по трубам. Я понимаю, а так еще получается четырёх. Ну, Я тут приношу. Еще будет одна закатка, это лечо. Для этого мы нарезали 3 килограмма помидор, 3 килограмма перца, чесночок, соль, сахар, уксус. И стручок горького. Горького, да. Мгм. Можно на мясорубку. Мне кажется, это больше. Мясорубки дольше, да. Ну, мне так кажется.
Черный перец горошек. Ну, вот мама делает лечо с перцем, а я вот, может быть, планирую сделать из кабачка. Ну, у нас перец не хотят есть. Это надо любить. Закатанный перец кушать. Все, запускаем. А я думала, мешать надо. 200. Вот это будет 200. Ну, по А ребра. 250 по ребра. Ну, до верха 250, по ребро вот это 200. 200 на 200 и еще 100. Еще Еще половина. половина это ребро. Все. Ну, высыпай. Все, это будет нам сахар. Намерили. Соль намерили. Помидоров много, решили делать еще аджику. Добываем перец. Да, фиолетовый. В прошлый раз писали Вот. зрители. А вот он должен стать таким. Ну, а он стал красным. Вот это он незрелый. Ага. Вот, он Интересный станет такой. вот таким. Сорт необычный. Такие никогда не видели, писали. Да. Солдатики у тебя тут стоят. Прям, слышишь, ты так выложила? В ряд у тебя тут по стойке смирно все. Ну, Вот. Ты снимала. вот писали зрители. Хорошо, мама вырастила такой большой лук. Что же с него делать? Закатку. Пришел, тебе килограмм лука надо. Взял, чик, чик, и килограмм готов. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Ну, потому что, понимаешь, типа, ну, пишут, ты же, ну, не съешь, суп не сваришь. Ну, так сейчас заготовка идет. Идеально, шикарно. Просто шикарный. Так ты тут держишь 2 Будет килограмма. килограмм, тут больше будет. Надо взвесить. Тут килограмма 2. Ну, бери. Тут из одного почти Давай. килограмм будет. Стой, давай, сейчас мы выберем какую. Ну, а теперь показывайте, как вы готовитесь к зиме. Идем в красивый погреб. Всем нравится твой погреб. Ну, вот уже столько закаток накатала. Угу. Красота. Компота сколько? Да. Для Никуши. Для деда. Или смородину откроем. Попробуем. Нет, только смородину мы пили. Может, лучше поречку бери. Я люблю. Вишню. Или вишню. Я вишню Нет, поречку. Яйца в извести. А что Ну, ты мне не вода, рассказывала? известь. Я мамки. Да я ж в интернете видела. И так что? делаю. И что дальше? И водой холодной залила и закатала. И дальше? Все, они стоят. Надо тебе зимой яйцо открыла. И говорят, что свежее. Не знаю, эксперимент. Что будет свежее, как будто курица только снесла. А что ты мне не рассказывала? Что Ну, я такое? не знаю, я для эксперимента наложила. Даже очень интересно. Да. Прикольно. То есть тут сырое яйцо, известь. Да. И вода И вода. холодная. Такие. Вот мамины огурцы есть из горчицы такое молотое нам писали делают, и с мукой. Вот, пожалуйста. Стоят идеально, она сделала, сразу снесла в погреб. Огурцы стоят, квасятся, все нормально, ничего сливать не надо, просто зимой берут и достают. А вот ведро стоит. А вот это Уже август. Нового года. Середина августа. Вот огурцы. И огурец целый. Вот.
Ой, как пахнет. Твердый. Твердый, бочковой. Не портится. Вот, пожалуйста. Еще есть, еще едим. Пожалуйста. Ну, хорошо, у тебя уже тут. Сейчас еще наставим. Сейчас наварим. Закаток. Божечки, я боюсь. Ты готова? Да. Только тебе крепко телефон держи. Окей. Раз. Держишь? Да. Папа, у меня телефон не падает. Что касаемо бочковых огурцов. Вот я привела пример. Мама все сделала. Сделала также соль, где-то с горчицей помолотой, где-то с мукой. И просто спустила в погреб, и они стоят, потому что задают миллиард вопросов. Как делаем мы? Вот, и все, они стоят, они сквасились, мы вам показали прошлогодние, стоит идеально огурец, с ним ничего не происходит. Не надо его смывать, не надо закатывать ключом. Вот у нее есть погреб, вот она сделала так. У нас нет погреба, мы все наши консервации храним просто в кладовке, в сарае. Или просто у нас вот построен блочный сарай, и в клетке у нас стоят вот в ящиках, вот вы видите, просто огурцы. Все то же самое. Засыпали, сделали, поставили. Там температура сарая не как сейчас в погребе, там теплее. Но с ними ничего не происходит. Они не превращаются в мыло какое-то. Они не портятся. Они точно так же уйдут в зимовку. Все нормально. Поэтому можно сразу спустить в погреб. Можно просто поставить в какой-то прохладной таком сарайчике, кладовочке. Все будет замечательно стоять. Я думаю, что на все вопросы с квашенными огурцами, такими бочковые с бочки, мы ответили. Поэтому все стоит идеально. Вы же видите, август месяц и прошлогодний огурец, он в сохранности 100%. Пирог готовим. История, это что она ее гоняет. Давай, Ника, луковицу одну. Одну, давай будем взвешивать ее. Ложи на весы, чтобы у нас было все онлайн. Ложи на весы. А не бросай тихонько. Вот так. Почти 500 грамм. А вот это? Пару не А хватает. вторую? Вторую давайте еще положим. Это больше. Было вот столько другая, а вот это вот. Мы прошлись еще раз максимально
состыковали все щели и для чего прошлись пеной. Сейчас объясню. Во-первых, она будет распираться, когда будет подсыхать, и будут вот такие вот щели еще больше затягиваться. И второе, для того, чтобы плотно прижать пленку к стенке, так как эта пленка выполняет роль гидроизоляции. Коридор пенопластом заложили. В ванной комнате Привет. тут уже паяли трубы, водопровод. И все сделали. Сейчас мы тут это поубираем. И останется нам только заложить ванную комнату пенопластом, потому что в котельной будут еще тут заниматься гребенкой. Есть тут еще дела. Котельная останется напоследок. Я уже говорил как-то, приятно снова вернуться в такие дела строительные. Да? Да ты как-то со стройки особо не уходишь. Не, ну я к тому, что воспоминания о том, как мы с тобой строили, там пенопласт, все эти дела, все эти трудности, сложности, ну, все остальное, непонятки. Я вообще не понимаю, как мы шутили, мы вообще ничего не понимали. На тот момент, когда мы строили дом, мы ничего не понимали. Я ничего не знал, как делать, как, что, почем. Мне кажется, если бы мы сейчас строили, мы бы процентов, может, 20 сэкономили денег. Ну да. А так, чего не коснись, везде деньги. Или я учился что-то делать, и это занимало очень много времени. Начиналось с того, что надо сначала научиться, а потом начать делать. Как вы уже успели заметить, сегодня мы будем работать с кирпичом. Купил я шпаклевку, купил я кладочный клей для кирпича, и сегодня мы будем заниматься мазаниной всякой и резкой. Сейчас покажу, чем. Я уже из котельной все вынес, чем нам нужно будет сегодня заняться. Во-первых, установить вот эту трубу сюда. Здесь будет слив. Ого, какой у нас тут паук живет. Ничего себе. Ну ладно, пускай живет, не будем ему мешать. Мы ее сюда установим. И вот это нужно заложить. Перенести розетку где-то вот сюда. Где-то вот в этот вот район. Это все замажем. И, возможно, пошпаклюем. Все остальное, скорее всего, не буду я пока шпаклевать. Но вот эту часть нужно будет заделать, потому что сюда, когда установится уже котел, сюда уже будет подобраться неудобно. Поэтому сегодня занимаемся вот этим всем делом. Сейчас размеряем, подмеряем, разрезаем, размешиваемся и будем класть. Вот еще тут. Ну, сколько я уже насобирала. Молодец.
Лайфхак. Крышку. Все, надо сейчас заканчивать. Маму, я всегда выполняла Там дальше пойду. Там уже допенилось. И вот эти вот точечки делают. И расходить. Некоторые тянули все. И вот эти крылья. У меня Да. уже есть суп. Не надо мне еще одну суп. Все сделали? Кушаем. Поедем домой. Да, Ника? голодная. Да, у меня рыбья голова. Когда вы успели ухи сварить? Мы все успели. И рыбу нажарить, и наггетсов, и уху наварить, и закатки закатать. Обожаю уху. Как он машину проверил? Просто тряхнемся и залезем. Тимур, а ты на коленях? Да. Я тоже на коленях. У меня уже ноги пекут. Чего? Все, у меня уже нет сил. Надо там собрать. Просто можешь? Ну да, сейчас помогу. Я? Одна? С дедом, наверное. Ну или пошли вместе. Пошли. Вообще. Видишь, я кашу, убираю. Ну я вижу, что мне тоже, наверное, фонарик уже пора покупать на лоб. Да? Наверное. Потому что день короче становится, а задачи не уменьшаются как-то. Ну да, молодец, что ему. Видишь, как скосил красиво? Ну. Помощница моя. Ты уже на улице можешь выйти поговорить с кем-то, если Да, вдруг мы меня с ней нет. разговариваем, все у нас нормально. Ну пошли тогда вместе его соберем. Пошли.
Говорит, ты что сделал? Ну, Ну, а что я к тебе пришел? я думала, ты не доделал. С чего это я не сделал? Не знаю. Не сказали, я сделал. Сняли утеплитель для чего? Для того, чтобы немножко больше сделать место вот здесь на входе. Просто здесь потом заштукатурится, зашпаклюется, ну сантиметра 3 там, ну 4 мы, наверное, выиграем здесь. Вот. Ну, только для этого. Завтра уже приедут, начнут заниматься крышей, возможно, сделают завтра уже, может не сделать, ну не знаю, но факт того, что завтра уже будет заниматься, как, что, мы пока не знаем, потому что тут надо стыковаться к этой крыше, нужно стыковаться вот к этой основной крыше, как это все будет, ну, увидим завтра. Вот, и после того, когда здесь сделают крышу, еще приедут, где-то вот, наверное, местами нужно будет доложить блоки. Вот. Ну, как-то так. Поэтому от себя мы все сделали. Сняли отливы, сняли утеплители здесь. Осталось убраться. Убираемся. На харчи работает. Сказала баба по корму. Бесплатно. Жучки не кели таблеток надо. Быстро хочу остановиться на одном очень полезном и ценном инструменте для деревенского жителя, либо того, у кого есть дача. Это аккумуляторная газонокосилка от Greenworks на платформе 40 вольт с шириной скоса 40 сантиметров. Кажется, что она такая маленькая, но она довольно-таки мощная. Она на одном аккумуляторе. Можно поставить аккумулятор на 2 ампер-часа. Можно поставить аккумулятор такой, как здесь у меня, на 5 ампер-часов. Легко достается, легко меняется аккумулятор, и мы едем дальше. Имеет 5 ступеней высоты, которые очень легко регулируются. Вот так вот. Не надо ее не поднимать, ничего, просто пальчиками ставите туда, куда вам надо. Тема безопасности в том, что просто так ее не включишь. На кнопку нажал, нет. За рычажок потянул, нет. Нужно сначала нажать кнопочку, а потом потянуть за рычажок. Она очень легко управляется. С ней справится женщина, с ней справится ребенок. Она немного весит. Вот, пожалуйста. Взяли за ручку и понесли туда, куда вам надо. Скачивать можно как с контейнером для сбора травы. Так вот его установили и поехали. Так и без него, если вам не принципиально, что у вас будет на газоне
оставаться немножко травы, хотя ее тут даже и не соберешь. В косилке есть система защиты, которая не даст ей выйти из строя, даже если вы сами этого захотите, либо, ну, так получится, что вы куда-то наедете. Если это будет вот бутылка, мы с вами прекрасно видели, она ее вот так вот перемолотила, просто в шматки такие, и мы косим дальше. Но если вот такой вот немалый камень встретится у нее на пути ножей, сработает защита, она остановится, дабы не повредить двигатель, чтобы она не сгорела, не перегрелась, не сломалась. Проверили, посмотрели, выбросили камень и дальше пошли. Нож стальной, который просто так вы не испортите. Запустить траву можно до 10-15 сантиметров, и она легко с этим справится. Нож делает 3500 оборотов в минуту, что позволяет скашивать любую траву погрубее, помягче и делать ровный красивый газон. Поэтому если кого-то заинтересовала газонокосилка аккумуляторная от Greenworks на платформе 40 вольт, ссылочку на перечень инструментов я оставлю в описании. Ну что вы, новый день. Новый день, новые задачи. Зеленая крыша. Придумали? Наверное. Я же с дедом подсобный. А, Мы не специалисты. ну, тоже хорошо, такие тоже нужны. Без вас Тоже работы не принеси, будет. подай. Ну. Такой горячий шифер. Все равно как с горячего цеха достанет. Представляешь? Нянку поставить. Ну, можно не так. Или не так. А ну-ка, давай туда. Ну, нормально, дверь открылась. Ну, смотри, натянут так потолок. подожди. И ничего не сделаешь, папа, если поднимать. Это не будет. Так вот и надо ложить, а потом лад. Ну то що, А але если- не положить я на тих два блока. Мы уже той не касались. Она, это все там останется здесь, просто поверх перекроется. и всё. Ты что? Каждый год. Все, пошел процесс. Сначала надо придумать как, что, обсудить 10 раз все. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ну да, это ж Но ответственно. сегодня погода очень. Жарко. Не для, не для стройки крыши. Завтра холодно станет. Так это строители все так, дорожники там. И все же в самое пекло все делают.
Втягивайтесь снизу вверх пойдет. Это было бы классно учить. Андрей, на тебя. Угла поломаю. Пока не видно. А уж много не надо наращивать, да и хватит, правда. Не, лучше больше. Да, это пополам растопить. Это нельзя. А что тебе нельзя? Думаю, живом здоровья. Жите вести, я замерзну к вам или поднимать. Новые технологии 21 век. Что тебе надо? А вы говорите специалисты. И доски носи. Все, подними эти две доски там, для шиферов, по которым ты. Все, и смотри, сейчас Андрей туда станет. Один стоит на лестнице, красит потолок, а второй подходит и говорит: а за что ты держишься? Говорит, за кисточку. Говорит, а мне лестница надо. Есть одного, это правда глава. Барометр, ну, тучи идут. Передавали 34 градуса, ясно, дождь только через 2 дня. Ну так может не будет дождя? Смотри, какая туча там. Не будет. Как это говорят? Переделывать, лучше новые сделать, чем переделать. Поэтому, пожалуйста, новая крыша. На все пристройки будет. Думали, и придумали. Ну так не на всей же. Ну, на пристройке. Вместе с этим. Вместе со старой пристройкой. Ну да. Мама на троне. И мама на троне, так всегда. Все. Каждый день она за ними, что днем, что ночью. Когда вы уже эту индюшку от них отселите, чтобы она уже спокойно пожила? Это ее доля такая, охрана, она в охране работает. Ну, лучшие мамы. Лучшая мама на свете. Это уже какие куры большие, а она все равно с ними. На страже и ночью. Она все как положено охраняет. Домой. Самый младший всегда уходит самым последним. Никак иначе. Хозяин должен последний уходить. А, Мальчик приходит и видишь? работает. По-другому. Ну, если с этой стороны посмотреть, то да. Ну, То я, получается, хозяин. есть хозяин. О, да. Это так первый надо сразу бить, все подряд идти. Ну, У вас выпуск будет 7 сантиметров, вот это, 2,5. ну. Где-то так и будет. Нет, там так. У вас тут напуска нет. Ладно.
Пока Артем делает крышу, приехала я на наш хуторок сама. Это первый раз, что я сама приехала. Обычно у нас сам ездит Артем. Вот. И у нас произошла поломка, которую я навряд ли, конечно же, починю. Не знаю. Конечно, женщина, наверное, способна на все. Сейчас посмотрим. У нас упали помидоры. От такого видно количества урожая и немножко ветреная. Наша конструкция дала сбой. Вот. Также у нас уже достаточно хорошо вырос сидират, его тоже нужно перекапывать, но это будем мы перекапывать в следующий раз, я не буду его сама перекапывать. Вот, а сейчас хочу я собрать огурчики, помидорчики, кабачки и поехать домой, это все надо будет перерабатывать. В общем, зря время я не теряю, пока Артем занят, я буду занята тоже. Ну вот, смотрите, мои помидорки. Так, вот тут что-то произошло. Не знаю, сейчас попробую поднять. Навряд ли, конечно, сама что-то сделаю, но тут урожай висит вообще. Сейчас соберем все красненькое. Может, завтра придется ехать нам с Артемом тут это чинить, чтобы это не лежало на земле. Не знаю. В общем, как-то надо это спасать. Как вы поняли, я не смогла это все поднять. Это надо, во-первых, двоим, чтобы не сломать все помидоры. Вот, и это очень сложно и тяжело, они очень тяжелые. Поэтому соберем, оставляем все как есть, конечно же. Что уже сделаешь? Вот, а в следующий раз, как приедем, будем чинить. Вырываю шпинат, он уже начинает пытаться зацвести. Ну, конечно, жара. Шпинат у нас любит прохладную погоду, но и так мы достаточно большое количество собрали второго урожая со шпината. При большом желании, просто я сегодня с собой не взяла. Еще раз посеем, посмотрим. В следующий раз, может, я посею. Он еще успеет вырасти и порадовать нас своим урожаем. Все, собрали мы. У нас всего лишь сегодня 2 кабачка, но это нормально. Уже начинают кабачки отходить, но в следующий раз там много завязано маленьких, будет больше. Опять кошек огурцов, но эти огурцы мы никому отдавать не будем. У меня в планах закатать сейчас, приехать домой, бургершоны и, возможно, рассольник. Уже бабушка 1 раз закатывала рассольник. Вот, это очень удобно, зимой открыть баночку, быстренько сварить супчик. В общем, ну, он, кстати, очень вкусный. Посмотрим, или я сегодня успею, но то, что бургершоны сейчас приеду, сделаю, это однозначно. Чуть-чуть чериков и много шпината, поэтому все. Уезжаем домой. Надеюсь, что мы завтра приедем, починим наши помидоры. Я их подстригу. В общем, ну, вот так вот. Моя поездка совершилась на хутор. Уезжаем с урожаем, как всегда.
Ну и еще вот так вот высох дом. Получается вот такие вот окошки. Я думаю, чтобы понять полную картину, нужно, конечно, внутри покрасить беленьким. И будем уже смотреть, ну, как бы издалека, и так вроде как бы смотрится неплохо. Ничего плохого я прям не скажу. Вживую, мне кажется, еще даже лучше, чем камера передает. Ну, посмотрим. Осторожно, не поломай. Нифига мы делаем. Рук много, что-то я вижу. Выходи. Занадто много. Разворачиваем. Ой. В ходе стройки эти предложения заходят. Опять переделываем. Да, у нас же там шифер будет, правильно? Решетка. А что нам контррешетка? Здесь у нас пленка. Что ж дает? Да, вот натяжку делать просто, да и все. Ну, пленку равно натянул. Холодно, 19 градусов. Очень холодно. Мы с вами оказались в деревне. Сейчас будем закатывать рассольник. Для этого мне надо помидорки. Наконец-то мы их начнем в закатке куда-то действовать, потому что помидоров большое-большое количество. Будем их пользоваться. Ну что, я вернулась, все взвесила. Что у меня будет получаться? Я сделаю двойную порцию бургершонов с обычным 9% уксусом. Нам понравились такие больше, чем с яблочным. Ну, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Вот, и взвесила 3 килограмма огурцов. Это двойная порция рассольника. Вот, поэтому будем всем заниматься. Сейчас нарежем на бургершоны. Купила я себе вот такую уже помощницу, тут за меня переживают. Вот, и чтобы настаивалось, оно будет стоять 2 часа. Мы уже их готовили, рецепты мы никакие писать не будем. Пока будет настаиваться 2 часа, мы займемся рассольником. Все нарежем, все подготовим, поставим вариться тоже, в общем, распределила я задачи так, чтобы распределить грамотно время. Поэтому будем закатывать сейчас сразу же 2 заготовки.
Так, сейчас я огурцы поставила, они стоят, все начислила на рассольник. Сейчас огурцы порезали кубиком, лук порезали кубиком, морковку натрем на терке. С томатов через терку перетрем, шкурку снимем. Выделим томатную массу, с помидора мякоть снимем. Засыпем все, что нужно, наши ингредиенты. И поставим вариться рассольник. Все, как только он сварится. 20 минут ему кипеть. Будем разливать по баночкам. И вообще ничего сложного нет. Надо сейчас затратить время, зато зимой будете отдыхать. Ну, я думаю, что те, у кого есть дети, студенты, там, я не знаю, это очень здорово, или там холостые какие-нибудь, это очень здорово просто сварить, там, я не знаю, какое-то мяско, бульончик сделать, туда вот это все вывалить, картошечку и суп готов. Это очень-очень удобно, поэтому вот такую заготовку мы заготавливаем. Все, сейчас смешиваем наши помидоры сюда. Перловку мы промыли, я даже немножко кипятком заливала. Можно не заливать по рецепту. Она и так приготовится. Ну, я промыла там раза 3 и, в общем, ее залила. И все, сейчас будем добавлять сахар, воду, соль, подсолнечное масло наше растительное. Вот. И будем ставить на огонь, тушить 20 минут, и потом добавляем уксус еще 10 минуточек и разливаем. Так, все, теперь то тушится, бургершоны помыла огурчики, сейчас быстро все по рецептику закидываем. И все, варим 3-4 минутки после закипания и в баночке. Тоже все очень просто, все очень быстро, ничего сложного. Это очень вкусно. Бургершоны. Кто не готовил, сомневается, обязательно приготовьте. Очень вкусно. Мы уже с детьми открывали, делали пиццу. Очень вкусно положить на какой-то бутерброд, брускетта там со шпротиной. Или делаете там бутербродики, вот этот огурчик. Вот прям пикантный будет. Очень подойдет для шаурмы, для самих бургеров, потому что они называются бургершоны. В общем, очень вкусно, поэтому мы закатываем уже 3-й раз. Я думаю, понятно, что мы это зимой съедим. Крыша полностью готова. И не так, как мы планировали, что будем достраивать вот до вот этой вот пристройки к дому. А так получилось, что целиком полностью сделали новую крышу над пристройкой. И подняли, ну, плюс-минус мы считали ровно на блок. Потому что если бы мы оставляли так, как изначально планировалось, потолок был бы вот так.
Ну, это уже чистовой, там, либо натяжной, либо что-то еще. Ну, а так с крышей все готово. Единственный момент, что нужно ждать, когда приедут, нужно докладывать блоки, получается. Останавливаться нельзя было, нужно было делать в любом случае крышу, но мы ничего там такого не сделали. В любом случае планировалось так, что блоками заложится. Но придется немножко больше, потому что с той стороны получилась щель. Вот здесь вот тоже видно, что нужно заложить блоком, нужно заложить блоками под пристройкой, которая уже была. Как-то так, все замечательно получилось. И как нам всем показалось, это даже получилось бы быстрее и легче, чем мы бы пристраивали. Даже если бы высота потолка позволила. Ну а так вот, тут даже еще вот такой вот навесик получился, я думаю, всему такой, слышишь, небольшой. Деду на царском троне Да, сидеть. тут будет стул стоять. Но еще сюда нужно будет стол поставить, для того, чтобы усилить вот этот угол. Его вообще мы не планировали. Это доработалось уже в ходе постройки крыши. Но получилось хорошо, правда? Мгм. Вот стропила я бы вот так вот, наверное, рукой бы достала, если бы мы делали так, как это изначально планировалось. Ну да. Ну, подняли высокий потолок теперь. Хорошая конструкция, мощная конструкция на всю. Не соединяется там старая и новая крыша, а полностью вся новая крыша получилась. Поэтому лучше. Долго думали, но пришли к хорошему решению в конечном итоге. Ну, вот так вот. Ну, с передышками, если вот так вот взять с утра и до позднего вечера без остановки, легко просто. Так вот получилась такая вот. Много чему я научился. Ну, видишь, полезно. Да. Поэтому как-то вот так вот. Стадия. Вторая. Первая была стены, вторая крыша. Ну, а дальше там. Уже отделки Да, в как эти что пойдет. внутренние. Мгм. Вот. Но дел еще очень много, на самом деле, предстоит. Вот так вот мы закончим серию на результате. Вот конечный результат мы вам показываем, как и обещали. Крыша накрыта, пристройка защищена, дом защищен, все хорошо, замечательно. Поэтому ждите дальше, смотрите дальше, что будет происходить здесь с пристройкой. У мамы на даче, у нас на даче, у моих родителей на хуторе, на даче Надежды. Короче, тут у нас уже объектов. Наш дом, баба-дед, дача Надежды, родители уже 5. Останавливаться вообще некуда и отдыхать некуда. Спасибо, что досмотрели серию до конца, подписались. Ну, мы вас всех любим, всех обнимаем. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Чугуны, кастрюли, валенки. Нет, Всё. тут одежда, там дедовский диван, тут телевизор, ютуб. Если что. Хорошо дела. Что такое? Нет, чисто вообще.